10 мая в новостях коротко скажут, ветеранам ко Дню Победы выплачено по 10 тысяч рублей. По указу президента эта сумма не меняется годами. И в 2026-м, как и прежде, каждый участник и инвалид войны получает от государства те самые 10 тысяч. Дополнительно регионы по-разному доплачивают, где-то еще 5 тысяч для вдов и детей войны, где-то 25, 40 или 70 тысяч для отдельных категорий. Но федеральная часть остается неизменной, символической цифрой. На бумаге это выглядит как забота и внимание, а в телевизионной заставке как подтверждение того, что страна помнит своих героев. Но мы с вами сейчас разберемся чуть подробнее. Каждый год страна показывает миру одну и ту же картинку. Красная площадь, колонны техники, салют, прямой эфир. На это уходят суммы, о которых сами ветераны могут только догадываться. По оценкам экспертов, по открытым данным, один большой парад в Москве с техникой, перекрытиями, транспортом военных, декорациями центра и праздничным салютом обходится бюджету в сотни миллионов рублей в год. Отдельной строкой идет разгон облаков над столицей. По госконтрактам прошлых лет улучшение погоды к 9 мая, Дню города и Дню России стоило от 417 до 452 миллионов рублей за цикл. То есть, только за то, чтобы в момент парада не шел дождь, государство платит суммы, сопоставимые с бюджетом небольшого города. Похожая история с оформлением и праздничной мишурой. В одном только Санкт-Петербурге на украшение к 9 мая в 2024 году заложили около 110 миллионов рублей. Причем за 2 года расходы выросли почти втрое. С 36 миллионов в 2022 до 96 в 2023. И более 100 миллионов в 2024. Районы тратят миллионы на сцены, уличные концерты и локальные программы. Один концерт в Василеостровском районе оценивают почти в 2 миллиона. Другие районы закладывают 3 и более миллионов на отдельные мероприятия. К этому добавляются флаги, баннеры, подсветка, растяжки, пиротехника. И итоговая сумма по стране выходит миллиарды. А теперь давайте посмотрим на тех, ради кого все это вроде бы как делается. Федеральная единовременная выплата к 9 мая для участников войны, инвалидов, блокадников, бывших узников и тружеников тыла 10 тысяч рублей. В юбилейные даты ее иногда увеличивают, но в обычные годы это те же 10 тысяч. Сумма, которая сопоставима с ценой нескольких залпов одного большого салюта. Богатые регионы часть дисбаланса компенсируют. В Москве ветеранам в зависимости от статуса платят от примерно 25 до 70 тысяч рублей. В Подмосковье участники-инвалиды получают около 70 тысяч, а труженики тыла и вдовы около 40 тысяч. Но в бедных регионах история другая. По данным профильных изданий, в некоторых субъектах дополнительные выплаты детям войны и вдовам составляют около 5 тысяч рублей. То есть в 20 раз меньше, чем городские власти тратят на один крупный салют или оформление центральной площади. На экране ровные коробки солдат, а в реальности конверт, которого едва хватает на лекарства и коммуналку за месяц. Быт ветеранов редко попадает в официальные репортажи. В новостях о 10 мая показывают, как чиновники вручают подарочные наборы и медали. Но почти все они не говорят о том, в каких условиях люди живут остальную часть года. В разных регионах регулярно всплывают истории фронтовиков и детей войны, которые десятилетиями существуют без элементарных удобств. Следственный комитет, по сообщениям, проводил проверку после публикаций о 95-летнем ветеране на Дону, который жил в частном доме без газа и централизованной воды. Дом старый, коммуникаций нет, отопление печное. Вода из колодца или привозная. Человек, который прошел всю войну, доживает век в условиях, мало отличающихся от послевоенной разрухи. Похожих историй много. В одном регионе жители ветхих бараков, среди которых пожилые люди и дети войны, годами добиваются признания домов аварийными. Крыши текут, потолки обваливаются, стены идут трещинами, а чиновники отвечают, что дом пока соответствует нормам. Люди записывают видео, пишут депутатам, жалуются в прокуратуру. И только после шума в медиапространстве власти обещают признать дом аварийным и включить его в программу переселения. Формально государство отчитывается, жилищный вопрос ветеранов решен. Десятки и сотни тысяч человек обеспечены квартирами. По данным Минстроя и правительственных отчетов прошлых лет, к середине 2000-х жилье получили более 300 тысяч ветеранов. А число стоящих в очереди снижалось с
тысяч до сотен. И к 2017 году в статистике фигурировали сотни ветеранов и несколько тысяч членов их семей. Но это сухие цифры, которые не учитывают только того, сколько лет людям приходилось ждать. И как новые случаи нуждаемости появляются даже после официальных заявлений о полном решении проблемы. Там, где появляются большие праздничные бюджеты, закономерно появляются и схемы. Госзакупки на оформление ко Дню Победы – это контрактные цепочки на баннеры, флаги, сценическое и световое оборудование. По данным расследований и проверок, подрядчики нередко завышают стоимость работы, материалов, создают подконтрольные компании под конкретные конкурсы, а лишние миллионы уходят на откаты. В некоторых делах правоохранители прямо описывали, как чиновники и коммерсанты организовывали тендеры под своих, годами выкачивая из бюджета десятки миллионов рублей за счет завышенных цен и приписок по объемам работ. Праздничная риторика служит удобным прикрытием. Кто решится критиковать расходы на победу, чтобы не выглядеть неблагодарным потомком? Отдельная криминальная линия – это деньги, предназначенные самим ветеранам. По сообщениям в регионах регулярно вскрываются истории, когда социальные работники, сотрудники благотворительных структур или просто мошенники присваивают выплаты или похищают деньги с карт пожилых людей под видом помощи к празднику. Перед 9 мая особенно активизируются телефонные и уличные мошенники. Они представляются волонтерами, сотрудниками соцзащиты, пенсионного фонда или военкомата, говорят пожилым людям, что им положена дополнительная выплата к Дню Победы или медаль с денежной компенсацией. И под этим предлогом выманивают реквизиты карт и коды из сообщений. На улицах и в интернете появляются объявления о якобы благотворительных сборах на подарки ветеранам или на украшение мемориалов, которые на деле оказываются обычной кражей под патриотическими лозунгами. Так возникает эффект телефонного террора. Пожилым людям звонят, пишут, приходят домой, пользуясь темой войны как инструментом давления. Параллельно растет пласт того, что многие называют абсурдом и профанацией памяти. Каждый год в соцсетях разлетаются фотографии рекламных плакатов к 9 мая с откровенными ошибками. На них можно увидеть немецкие танки вместо советских, чужую форму, перепутанные даты, странные лозунги, которые явно придуманы людьми, плохо знающими историю. Эти плакаты согласованы, отпечатаны за бюджетные деньги и развешаны по всему городу, пока их начинают высмеивать в интернете. Они висят совершенно спокойно. И еще одна характеристика времени – милитаризация детства. К 9 мая в детских садах и школах по всей стране устраивают марши дошкольников и младших школьников в военной форме. Детям надевают пилотки и гимнастерки, выстраивают шеренги, учат маршировать под фронтовые песни, имитировать боевые сцены. Все это снимают на видео, выкладывают в соцсети как пример патриотического воспитания. При этом реальные ветераны зачастую не могут попасть к врачу без очереди, а дети войны живут в ветхих домах без капитального ремонта. Коммерция тоже использует праздник по максимуму. Символика победы является на колбасе, алкоголе, тортах, одноразовой посуде, распродажах бытовой техники и любых товарах, которые можно привязать к дате. Победа превращается в маркетинговый бренд, который удобно клеить на любую упаковку, чтобы продать ее немного под шум салюта. Память о миллионах погибших соседствует с акциями «2 по цене одного» и поздравительными баннерами над входом в супермаркет. Если посмотреть с другой стороны, на другую сторону данной картины, то картина получится иная. В Соединенных Штатах вопросы ветеранов вынесены на уровень отдельного министерства по делам ветеранов. По данным открытых источников, это сеть из более чем 150 больниц и сотен поликлиник, где ветераны получают медицинскую помощь бесплатно, включая сложное лечение, операции и реабилитацию. К этому добавляются выплаты по инвалидности, специальные надбавки к пенсии, страхование, оплата похорон и мемориальных услуг. В Германии, в ряде европейских стран, акцент тоже делается не на парады, а на социальную и медицинскую поддержку. Ветеранам и жертвам войны предоставляют льготы на лечение, санаторное восстановление, ежемесячные выплаты, которые в пересчете достигают $1000 и дополняют обычную пенсию. Государство помогает с долгосрочным уходом, психологической поддержкой, праздники на местах боев. То есть в большинстве стран-участниц войны главная идея одна –
Не раз в год выстроить технику на центральной площади, а каждый день обеспечивать людям нормальное лечение, жилье и достойную старость. В российской реальности все выглядит наоборот. На фасад уходят миллиарды, облака, салюты, сценический свет, гигантские баннеры, концертные гонорары. За кадром остаются ветераны и дети войны, которые до сих пор живут без нормального жилья, сталкиваются с бюрократией, становятся жертвами мошенников и получают к главному празднику суммы, несопоставимые с ценой одной телевизионной картинки. И здесь у зрителя неизбежно возникает один простой вопрос. Что важнее для страны? Один солнечный день без дождя для парада или тихая, спокойная, безопасная старость людей, чья война, по сути, так и не закончилась в их собственных домах?